Привет, дорогой зритель моего канала, у микрофона Мертвое Зло, и в этом видео мы вместе с тобой посмотрим, что нас будет ждать в будущем обновлении, которое будет через несколько дней, так что посмотрим, чего и как нас будет ждать. К сожалению, здесь небольшой кусок именно из этого обновления, но это тоже жир, обновление достаточно крупное. Хочу сказать большое спасибо ребятам из Ubisoft, то, что они поддерживают ру комьюнити. В общем, будет превью будущего обновления, и я буду говорить, чего и как нас ожидает в этом обновлении. Так что давай приступим. Первое, что мы видим, это новый герой. Герой называется Дракон Мутара или Мутара Дракон. То, как его будет обзывать, как он будет называться в нашей ру-версии, мы на это еще посмотрим. Герой принадлежит к фракции подземелья. Вообще здесь будет одна новая фракция и 4 новых героя именно под эту фракцию. Но героев будет больше, но обо всем по порядку. В общем, герой Мутара. К сожалению, не будет описания всех их способностей и умений, потому что переводить с китайского это такое себе занятие, и видео растянется минут на 30, если все это дело рассказывать. Так что извини. Вообще, насколько я помню, герой Дракон Мутара, он заточен на зеленых драконов и на черных драконов. Черные драконы — это будет новый отряд СССР в новой фракции. Как видишь, ульта у этого героя прям бомбовая. Дальше мы видим героя Мутара, которая вообще заточена на всю фракцию, именно на подземелье. Насколько я помню, она там получает бонусы не от конкретного юнита, а от всех юнитов подземелья. Дальше новый герой Джедит, которого мы будем получать за ежедневный вход в игру. Он тоже специализируется на фракции подземелья, именно на новой фракции. Этого героя мы будем получать за ежедневный вход в игру, вот именно в этом месяце, в апреле. А Мутару мы, скорее всего, будем получать за прохождение главы. Но все может поменяться, так что посмотрим. Так, и четвертый новый герой, называется он Сефинрот, если я правильно произнес. Тоже специализируется на фракции подземелья. На китайских серверах, по-моему, это топовый герой, но могу ошибаться. Посмотрим, что у нас будет здесь. Не знаю, это будет донатный герой или нет, но все-таки герой это на самом деле классный. Так что советую запасаться универсальными фрагментами и свитками заклинаний. Теперь мы смотрим на черного дракона. На удивление, но это будет эсеровский отряд, который будет относиться к защите. Вообще я думал, что это будет атака либо заклинатель, но скорее всего это будет отряд защиты. Это будет новый эсеровский отряд. И скорее всего будет тянуться из алтаря, но все же посмотрим, что будет по итогу. Он, кстати, будет невосприимчивый к магии, так что имей это в виду. Дальше. И у нас идут минотавры, они тоже относятся к защите. Я не знаю, это какой отряд, R или SR, но, на мой взгляд, нужно будет 30 фрагментов для его получения. Опять же, мы посмотрим, где его нужно будет получать. Но, скорее всего, на гильдейской карте и в алтаре за золотые ключи, если ничего не поменяется. Дальше мы видим штурмовой отряд, называется он Мантикора. Тоже неизвестно, где он будет пока получаться, так что посмотрим. Следующий штурмовой отряд это Гарпия. Тоже посмотрим, где он будет получаться. Дальше у нас идет отряд заклинателей. Называется этот отряд Злой Глаз. Как раз Злой Глаз подходит для героя Джедит. Точнее, герой Джедит специализируется на этом отряде. Следующий отряд у нас идет Медуза. Это лучники. Посмотрим, как он будет показывать себя вместе со Золотым Глазом в склепе. Надеюсь, будут хорошие результаты. Следующий герой Троглодит. У нас отряд атаки. Тоже к новой фракции подземелья он относится. Следующий кадр мы видим новый режим. Стедвик он называется. Это режим осады. В первом случае, то есть слева мы видим это атака, а справа это защита. И, как я понимаю, будет по одной попытке в день по этому режиму. Что здесь мы видим? Слева мы видим уровень сложности этой осады, таблицу лидеров. Скорее всего, мы будем получать какую-то награду за все это действие. Справа мы видим фракцию, к которой относится тот либо иной замок.
Я думаю, то, что этот замок будет каждый день разный, ну, плюс-минус, как Утопия драконов, либо Астральный мир. И дальше мы видим рекомендованных героев, которые желательно использовать в этом бою. Как мы видим, мы выставляем отряды, и нам нужно штурмануть вот именно вражеский замок. И получается следующий кадр — это защита нашего замка. Также мы здесь видим бонусы, которые мы будем получать. Не знаю, на что это будет влиять. Здесь, скорее всего, мы будем получать еще какие-то награды для будущего улучшения нашего арсенала, либо улучшения замков. Не знаю, посмотрим, что как будет. Также есть таблица лидеров, боссы, которые, по-моему, на нас будут нападать, и также отряды, которые желательно здесь использовать. Но вот к чему относится здесь рейд и кнопочка Battle, я, к сожалению, затрудняюсь ответить. Опять же, посмотрим, что здесь будет. Ну, рейд — это может быть на босса, потому что вот здесь на кадрах защиты мы видим то, что на нас все равно нападают, ну, обычные отряды. Хотя, если посмотреть, вот в замке стоит чудище, я не знаю, это чудище либо выставленное, либо, если мы посмотрим на кадр назад, то, что здесь есть чудище, костяной дракон и черный дракон. Скорее всего, эти герои здесь будут выставляться, но даже не знаю. Как я обычно говорю, посмотрим, что да как. И следующий кадр, он достаточно интересный. Как мы видим, здесь 100-й уровень, значит, у нас будет 100-й уровень в этом обновлении. Справа внизу мы видим премиум карта. Ну, это, скорее всего, вот эта вот подписка, которую мы получаем во вкладке события, которую мы там получаем за сколько долларов, за сколько рублей, за 379 рублей, по-моему, на месяц она стоит. Это, скорее всего, будет вот эта вот премиум карта, хотя, может быть, что-то и поменяется. И что здесь мы еще интересного видим? И слева наверху мы видим новую вкладочку Стюарт. Что она дает, тоже пока непонятно. Ну и также дозоры по новой фракции нам добавятся. Пока здесь больше ничего интересного на этом кадре, к сожалению, нет. И либо к счастью. Кстати, вот новый домик Арсенал. Ну, он не новый, он уже есть в этой игре, правда, он не активен. В общем, домик слева в нашем городе, это называется Арсенал. Здесь нам представлены машины, которые мы будем использовать в бою. Как я понимаю, здесь нужно будет собирать материалы для их улучшения, вот именно по осаде, либо в нападении, либо в защите. И здесь у каждой машины есть свои навыки. Эти навыки будут использоваться, либо помогаться в бою. Ну, короче, будут помогать нам в бою. Что самое интересное, здесь есть палатка, которая будет хилить, какая-то баллиста, которая пока непонятно, что будет делать, но, скорее всего, будет наносить много урона именно по дальникам, либо по крупным отрядам. И есть еще что-то типа тарана, что-то, которое, ну, скорее всего, будет тоже много наносить урона по большим отрядам. И что-то замок нам тоже будет давать. Как мы видим, здесь размещаются вот именно все три, точнее не три, как я вижу, здесь будет много всяких машинок, и каждая машинка будет давать свой бонус. И мы, в зависимости от нужного нам бонуса, будем размещать те либо иные машинки вот в определенный слот. Как мы видим, будет по 3 машинки к каждому классу. Как я понимаю, здесь будет атакующий, дальний и, ну, типа заклинателей, что ли. Но к заклинателям, как я понимаю, только палатка относится. К лучникам это будет какая-то баллиста, а к атакующим этого всякого рода тараны. Скорее всего, награда будет даваться на их улучшение вот по осаде, по стеблику. Также мы видим нового героя. Называется этот герой Кендалл. Он относится к фракции замок. И будет этот герой специализироваться на атакующих отрядах, если я правильно понял китайский сайт и Яндекс.Переводчик. Следующий герой, которого мы видим, называется он вообще Иссиор. Если переводить с китайского сайта, у нас его называют Астралом. Где он будет получаться, тоже пока неизвестно. Так же, как и Кендалл. Так что посмотрим. Может быть, их будут давать за ежедневный вход, может быть за донат, может быть за прохождение глав. Кстати, Астрал специализируется на башне, ну, на фракции башня, и, как я понимаю, у него ульт пробуждает отряды башни, ну, у которых есть это пробуждение. Это вот джинны, архимаги и големы, и также гремлины. Что-то им будет давать.
И следующий герой — это Сандра в человеческом обличии, который специализируется также на отрядах Некрополя. И, собственно, вот этот вот фрагментик, который мне прислали разработчики Ubisoft, опять же, я им скажу большое спасибо, то, что они поддерживают RU комьюнити, и спасибо нашему RU комьюнити, а именно группе ВКонтакте, по-моему, одной из больших групп, которая, специализируется по этой игре и в которой ты найдешь больше полезной информации. Также, что нас будет ждать в этом обновлении? Я уже повторюсь, это 100-й уровень, арсенал, стюард, новая фракция, 7 новых героев, скорее всего будет пробуждение каких-то юнитов, но об этом будет известно перед выходом обновления. И нас ждут новые главы. Скорее всего будет либо 3 новых главы, либо даже 6 новых глав. Посмотрим, сколько будет в этом обновлении новых глав и что мы будем получать за прохождение глав. А мой совет по тому, что ты увидел, это запасаться серебряными ключами, это однозначно, золотыми ключами. Возможно, введут какой-то артефакт, так что копим астросеребро, также копим сундучки именно у стрелка гильдии и... Что еще? И копим материалы для улучшения наших отрядов и копим опыт из склепа и всякие там скляночки, чтобы было побольше опыта, и мы быстрее открыли и апнули наших героев и наших отрядов, которые мы будем получать. Но вообще золотые ключи астросеребро лучше подгадать под тот момент, когда будет ивент на все это действие, и мы сразу убьем несколько зайцев и ключики потратим, и вытащим из них новые отряды, возможно, и также выполним задание по событию, где мы тоже получим плюшечки. Собственно, это все, что касательно того превью, что мне прислали, и того, что я знаю по этому обновлению. Это не все в будущем обновлении. А ты, пожалуйста, поставь лайк этому видео, напиши комментарий, чего ты ждешь, чего ты не ждешь, что ты вообще хочешь увидеть в будущих обновлениях. Спасибо тебе за просмотр этого видео и за поддержку моего канала. На связи был Мертвое Зло.